ChatGPT — это уже классика. Им пользуются все, от школьников до разработчиков. А еще недавно наделал шума DeepSeek. Но помимо этих громких имен, есть еще немало достойных вариантов, о которых просто говорят немного тише. Сначала о самом Hugging Face. Это онлайн-платформа и сообщество, где можно найти и использовать готовые нейросети для работы с текстами, изображениями, аудио и другими данными. Это такая коллекция моделей, где собрано уже все. От чат-ботов и переводчиков до генераторов изображений и голосовых ассистентов. Здесь есть библиотека моделей, где можно их потестировать. Раздел Datasets предлагает множество наборов данных для обучения моделей, которые можно загружать и обрабатывать с помощью библиотеки Datasets. А с помощью Spaces можно создавать и публиковать интерактивные веб-приложения, демонстрирующие работу моделей. Или, например, самим ими пользоваться. Они тут удобно сгруппированы по специализации. Генерация изображений, видео, текста, переводчики и многое другое. Все это можно попробовать бесплатно после регистрации. Более подробный обзор можно посмотреть на нашем канале по ссылке в описании и подсказке. Сегодня о таком инструменте, как Hugging Chat. Его можно найти в меню в правом верхнем углу экрана. Hugging Chat — это бесплатный чат-бот, работающий прямо в браузере и поддерживающий русский язык. Он позволяет генерировать тексты, писать код, создавать собственных ассистентов и многое другое. Одной из ключевых особенностей Hugging Chat является возможность выбора различных моделей. Это означает, что вы можете подобрать модель, которая лучше всего подходит для ваших задач, будь то генерация кода, написание текстов или ведение диалогов. Среди доступных моделей есть и продукты от Microsoft, Google и Meta, и нашумевшие китайские, включая DeepSeek и Qwen. Кроме того, есть каталог ассистентов, настраиваемых чат-ботов, которые можно адаптировать под конкретные цели. А также обширный каталог инструментов. Они могут быть использованы совместно с моделями и существенно расширяют их возможности. Примечания могут быть добавлены не ко всем моделям, но это мы еще посмотрим. Для того, чтобы всем этим пользоваться, нужна будет регистрация на платформе Hugging Face. Сразу оговорюсь, что углубленных тестов тут не будет, чтобы видео не получилось бесконечно долгим. Итак, как выбрать модель? Это можно сделать в главном меню чата. Нажимаем на шестеренку и пожалуйста. Список действительно внушительный. Ну, пусть будет Gemma. Среди ее возможностей сделать скриншот, поработать с прикрепленным файлом и обратиться с поиском к сети. Не будем подробно тестировать функции, это обзор не про модель, просто покажу, что все работает. Задал вопрос, получил ответ с указанием источников. Нужно создать изображение? Идем в другую модель. Llama. Здесь уже есть такая функция, так же как возможность подключить инструмент, но об этом позже. Пока просто попросим создать что-нибудь реалистичное. Готово, но вот качество такое себе. Не самый лучший результат. Flux, например, мне нравится больше. Ну, раз так, так давайте его и подключим. Тем более сделать это очень просто. Нажимаем плюс и попадаем в меню доступных инструментов. Все их показать времени не хватит, но тут даже клонирование голоса есть и транскрибация. Для изучения очень интересно. Выберу Flux Realism. Жмем «Активировать». Теперь следим, чтобы инструмент был включен, и просто повторяем промпт. Вот этот результат уже намного лучше. Теперь к ассистентам. Выбор тоже огромен, каждый из них заточен под узкие задачи. Можно листать, выбирать, пробовать. Возьму помощника по составлению промптов для генерации изображений. Он и сам предлагает какие-то варианты, но я попрошу свой. В итоге, после раздумий, все раскладывает по полочкам, дает промпт, который можно будет скопировать и использовать. Ну и картинку тоже сам сделал. В общем, Hugging Chat затягивает, если честно. Слишком много возможностей, обо всех не расскажешь. Переходите, если интересно, и пробуйте сами. Следующим на очереди у нас будет чат-бот от Mistral LeChat. Во-первых, это европейская разработка, что уже само по себе интересно, так как те, которые на слуху, в основном из США и Китая. Разработчики придерживаются политики открытого исходного кода, что тоже плюс в копилку доверия. В основном привычный функционал, но, как заявляют создатели, более быстрый. Сразу скажу, да, отвечал довольно шустро по сравнению с другими. Регистрация потребуется, чтобы получить доступ ко всем возможностям. Среди них библиотеки, которые будут хранить загруженные данные, инструменты, которые включают в себя поиск, генерацию изображений, режим работы с документами и кодом, ну и возможность загрузить изображение или PDF. Попробуем создать изображение. Котик-космонавт. По-моему, беспроигрышный вариант.
Ну и в принципе симпатично. Можно создать заново, скопировать и скачать. Теперь попробуем режим холста и дадим какое-нибудь креативное задание. Очень хочется написать книгу. Пусть он в этом поможет. Идеи есть, давайте теперь еще раз пишем по главам. Огонь. Ждите премьеры. Функции работы с изображением. Грузим фото. Мы можем попросить описать его, летчат расскажет нам, что видит. Спросить, например, в каком городе сделано фото. Тут он порассуждал, но не нашел, за что зацепиться. И библиотеки. Эта функция предназначена для создания, хранения и управления коллекциями данных, которые можно использовать в различных целях, таких как хранение шаблонов текста, создание базы знаний для быстрого доступа к часто используемым данным и организация информации по темам или категориям. Можно создать и делиться доступом с другими пользователями. Конечно, есть ограничения по использованию, и они снимаются платной подпиской, которая обойдется в $15 в месяц. Claude, разработанный компанией Anthropic, встречает нас сразу и по-деловому, с описания платных подписок. В базовой тоже много чего доступно, и написание кода выделено так же, как одна из главных функций. За $17 в месяц у вас будет выбор моделей Claude, доступ к проектам и никаких ограничений по количеству запросов. Изображение он не генерит. А одной из ключевых особенностей разработчики заявили усиленное внимание к вопросам безопасности, этики и соблюдения моральных стандартов при генерации контента, а также глубокое понимание контекста и поддержку длинных диалогов. Забегу вперед, и ответов тоже. Итак, какие особенности? Стили. Тут можно выбрать стиль, в котором будет создаваться контент, или даже добавить свой собственный, к которому Claude будет придерживаться. Модель в бесплатной версии мы выбрать не можем. Уж что по умолчанию. Можно работать еще и с документами. Так, если в принципе упор делается на глубокое понимание и генерацию текста, давайте дадим задание написать бизнес-план. И вот к этому заданию он подошел со всей ответственностью. Честно скажу, ответа ждал довольно долго. Но не потому, что он долго думал, а потому, что ответ получился уж очень объемным. И это на самом деле круто. Учтено очень много моментов. Я еще просил визуализировать данные, тут в конце появился код. Структурированные тексты, таблицы, четко, по делу. Мне нравится. Все это можно сохранить в двух форматах, или копировать, вставить. Создаем новый чат, и он предлагает нам еще несколько инструментов. Сама работа с текстом, обучение, код, что-то повседневное. Внутри уже есть небольшие подсказки. Давайте ими воспользуемся и попробуем что-нибудь создать. Например, язык программирования на основе моего любимого хобби. Пусть будет рыбалка. И снова очень подробное размышление и выдача ответа. Вот такой результат в итоге, который можно, кстати, сохранить как HTML. В общем, вот такой вот, как заявляют разработчики, вдумчивый, этичный и совсем не токсичный Claude. И вот совсем не токсичный не скажешь об этой модели, которая выходила просто с ломовым пиаром. Grok 3 от Илона Маска. Сразу скажу, что это видео не призыв к действию, мы просто показываем, какие есть чат-боты. Grok работает с документами, причем к нему можно подключить Google Диск, например. У него есть функции глубокого мышления, также есть выбор модели. Тут же можно подключить поиск. Кроме того, есть отдельный инструмент работы с изображениями, ассистенты для конкретных задач и рабочие области. И да, язык интерфейса подстраивается под вас. Далее интересная штука — режим инкогнито. Все, что вы делаете в нем, не попадет в историю запросов, не будет использоваться для обучения модели, правда, разработчики оставляют за собой право хранить его до 30 дней. Пробуем на примере текста и глубокого мышления. Извечный вопрос. Даже предлагает автозаполнить. Интересно. Так же, как и другие модели, показывает ход своих логических рассуждений и приходит к выводу, что яйцо. Довольно объемно получилось и со ссылками. Грузим PDF, книгу Булгакова, и просим рассказать, что же там в ней. Глубокое мышление отключил, но, несмотря на это, получил довольно развернутый ответ, а не простое краткое содержание. Теперь работа с изображением. И вот здесь можно разделить на две части. Первая — сугубо развлекательная. Гружу свою фотографию, и здесь есть уже готовые стили. Общий, смена фона или добавление элементов. И вот с ними можно поиграться, создавая себе какую-нибудь аватарку, например. Портрет эпохи Ренессанса. Все это в космосе и в стильной шляпе.
На каждый запрос 2 результата. А вот вторая часть — это уже серьезнее. Редактировать фото по текстовому запросу. И это мне прям понравилось. Добавляем вот такое фото и давайте попросим убрать трамвай. Можно быстро сравнить с оригиналом. Если приглядеться, да, конечно, заметно, но варианта 2 можно выбрать любой. Ну и в целом достойно, если не знать, что трамвай там должен быть. Вот с ассистентами... В общем, я хотел показать вам комедианта. Но Grok 3 известен по довольно лайтовому отношению к цензуре, поэтому шутки, которые он мне написал, уместны были бы в стендап-клубе вечером, а не на нашем канале в YouTube. Можно, например, всегда оставаться в курсе свежих новостей. Ну а потом я включил компаньона и снова чуть не промахнулся. Он начал со мной флиртовать, и я не стал продолжать этот разговор. Не знакомлюсь. Рабочие области — это создание проекта, в котором будут лежать ваши файлы и истории запросов, чтобы к ним можно было быстро обращаться. Ну да, и изображение Grok тоже сам может генерить, причем довольно качественно. В бесплатной подписке, конечно, запросы будут ограничиваться и потом открываться снова, а вот побольше функций за $30 в месяц. У каждого инструмента свои сильные и слабые стороны. Кто-то быстрее, кто-то умнее, кто-то удобнее в повседневных задачах. Мы не делаем рейтинги и не говорим, какой сервис лучше. Мы просто показываем то, что есть, а что подойдет именно вам, решайте сами. На этом все. Пожалуй, в современном мире самое главное – оставаться людьми. Во всех смыслах. Александр Рыбаков, Теплица социальных технологий.